Привет. Язык Go с каждым годом становится все более и более популярным. Даже сейчас катастрофическая нехватка хороших Go-инженеров на рынке. И сегодня я расскажу тебе, как даже с полного нуля стать Go-разработчиком. Ну что ж, давайте начинать. Собственно говоря, полное руководство про то, как стать Go-разработчиком, опять же, как я и обещал, даже без какого-либо опыта. Давайте начнем. Сперва важно понимать следующую вещь, что в целом языки программирования, они между собой очень похожи. То есть, соответственно, например, можно привести хорошую аналогию с машинами. Если вы умеете ездить на одной машине, то вы вполне вероятно сможете поехать и на другой машине. Ну, конечно, не сразу, вы там будете искать какие-то вещи, да, где что находится, но в целом у вас будет понимание, как это работает. То же самое и с языками программирования. Да, опять же, не включая какие-нибудь, скажем, функциональные языки программирования, специфические, например, Haskell или Camel, все языки в целом плюс-минус похожи между собой. Поэтому если у вас до этого был какой-нибудь опыт программирования, скажем, на Java или на C++, вам гораздо проще будет понять Go и, соответственно, начать на нем программировать. Давайте посмотрим сперва на первую часть, скажем так, первое, вот, что у нас есть, да, соответственно, вот первая стрелочка ведет нас к фундаментальным знаниям языка Go. То есть, ясное дело, что я мог бы сказать, вот давайте сперва изучим какую-нибудь базу, там, алгоритмы, еще что-то, но, конечно же, люди, которые, например, не имеют знаний в каком-либо языке программирования, им это сходу, без знаний какого-то языка программирования будет сложно изучить, да, поэтому первым шагом идет изучение фундаментальных основ самого языка. Да, то есть вот фундамент, который вы изучив, даже, например, с какими-то своими абстракциями, да, например, если у вас нет опыта в программировании, вы как-то вот что-то изучили, вы умеете программировать на практике, возможно, ваша теория еще не так хороша, есть какие-то пробелы, но тем не менее, первое — это практика. Какие темы я вынес для изучения вот сперва, да, фундамент? Первое — это сам синтаксис Go. Он на самом деле очень простой. Там очень мало ключевых слов по сравнению с каким-нибудь, например, C++ или Java. Далее, соответственно, это структура проекта, да, то есть изучение того, какие директории где должны лежать, как в Go построен сам проект, да, условно там, если привести аналогию, например, с Java, да, там, условно, есть src-папочка, ну, директория, да, и, соответственно, есть своя структура. В Go тоже есть своя структура, свои конвенции. Опять же, говоря про структуру, про синтаксис, на мой взгляд, это все изучается за несколько дней, потому что в Go в этом плане не очень все сложно. Плюс далее следующим пунктом идет подводные камни стандартного Go. Смотрите, здесь как бы о чем я говорю. Ясное дело, что у каждого языка программирования есть свои какие-то подводные камешки. Опять же, они не всегда нужны по жизни, но было бы неплохо их изучить, хотя бы начать понимать, о чем речь. Это не обязательно вот этот пункт, да, подводные камни, но если у вас, допустим, нету какого-то дедлайна, там, я хочу выйти на работу Go-разработчиком там через пару месяцев, да, то в целом можно в это погрузиться. Особенно, если у вас есть какой-нибудь уже опыт программирования на другом языке программирования. Далее, следующим пунктом я выделяю типы. Да, то есть типизация Go — это, слава богу, не какой-то функциональный язык программирования, где, на самом деле, типами можно много что описать. Да, то есть Go система типов довольно простая. Go у нас статически типизированный язык. И, соответственно, здесь не так много этих типов. Да, то есть, во-первых, вы изучаете базовые типы. Это, соответственно, числовые типы, да, int, uint, соответственно, типы с плавающей точкой, да, float. Также, соответственно, типы, скажем, строчка, да, типы, соответственно, работы с данными, то есть массив, ну, с данными я имею в виду, что с гомогенными данными, да, то есть это массив, это, соответственно, слайс. Да, далее идет более продвинутые, соответственно, типы — это мапа, хэшмапа, да, то есть понимание того, как пишется хэшмапа, как она устроена. Да, далее, соответственно, уже идут структуры, то есть понимание, что такое структура, какие есть методы у структуры, какие бывают ресиверы, pointer ресивер, value ресивер структуры, да, соответственно, понимание того, как структуры друг в друга вкладываются, какое множество методов получается при вложении. Далее идет, соответственно, уже интерфейсы, да, то есть, соответственно, мы изучили структуры, далее мы хотим изучить интерфейсы. То есть понимание того, что такое интерфейсы, какие есть типы интерфейсов, есть basic interfaces, да, для, соответственно, объявления интерфейса и потом его имплементации. И, соответственно, есть general interfaces, это история про непосредственно констрейнты на тип, которые мы можем писать, чтобы потом выводить какие-либо ограничения в нашей функции. Соответственно,
Более того, в этом месте также, опять же, есть пункт, связанный с дженериками и вот General Interfaces. Опять же, если вы, например, еще не сильны в программировании, вы можете этот пункт пропустить, то есть просто изучить, например, Basic Interfaces, понять, вот, что есть интерфейс, есть там дактайпинг, да, дактайпинг, и, соответственно, далее вы можете уже программировать, да, а эти какие-то advanced штуки вы изучите чуть позже. Также есть тут пункт тоже такой продвинутый, он был введен в Go 1.23, это итераторы, да, по аналогии, скажем, с Java, в Go были введены итераторы, да, и что позволило писать более удобные коллекции, более удобные, соответственно, функции для итерации по внутренней структуре какой-то, например, коллекции или какого-то сервиса, там, чего угодно. Также у меня есть мои другие соцсети, и в частности мой телеграм-канал, где я часто выкладываю хорошие бесплатные материалы, а также различные новости, связанные с Go-индустрией. Далее, следующий пункт — это работа с ошибками. В Go есть такое выражение, как errors are values, да, что ошибки в Go, они являются, соответственно, значениями. У них есть свой, скажем так, go-way обработки. То есть тут стоит изучить то, как правильно ошибки обрабатывать, да, как, соответственно, правильно закрывать ресурсы, да, через дефер, как, что такое паника в Go, да, что вот Go — это memory safe язык, что там, соответственно, есть понятие паники, понятие того, как эту панику словить, да, чтобы писать какие-то интерцепторы или middleware, например, в вашем сервисе, понятие ошибок, да, враппинг этих ошибок, вложение этих ошибок, работа с IO-операциями, как правильно проверять ошибку на равенство. Также здесь, соответственно, есть пункт, связанный с ошибками, а именно сериализация, тоже я вставил сюда, соответственно, потому что там есть отдельная про это область, да, то есть как бы я изучил бы сразу вот ошибки и пример, как с ними работать, например, на примере сериализации, то есть вот взять сериализацию и на ее примере попытаться как-то поработать с ошибками, вот. Также здесь, конечно, важно понимать, да, вообще концепцию ошибок и понимать, какие есть антипаттерны, какие паттерны, соответственно, правильные, как их правильно использовать. Да, то есть, соответственно, можно обработать ошибку неправильно, код будет рабочий, но, как бы, понятное дело, что он будет, например, нечитаемый. В Go в этом месте очень, скажем так, отличается от некоторых языков программирования, например, как в Java, где ошибки явно ловятся, то есть там анвайдится стек, и, соответственно, ошибки явно ловятся, и там немножко другой флоу обработки. Далее идет, соответственно, часть тестирования, то есть важно, что ваш код нужно тестировать в любом языке программирования, хочется уметь писать тесты. В Go, слава богу, есть все это из коробки, это такой вот такой сленг, жаргон, то есть как бы предоставляется стандартной библиотекой. Да, соответственно, вы можете писать тесты, используя вот стандартную библиотеку Go. В частности, стоит изучить про то, как писать тесты, как писать бенчмарки, какие есть вспомогательные пакеты для написания тестов, да, например, это Testify. Далее можно изучить то, как работают моки, что такое моки, как мокать интерфейсы, да, как писать хорошие тесты, как замерять coverage этих тестов. И также есть более advanced штуки, например, фазинг. Как писать правильно фазинг-тесты. Да, тоже очень большая отдельная тема. Далее я бы приступил бы к изучению многопоточного программирования, потому что Go — это, ну, скажем так, concurrent нацеленный язык, то есть там в рантайме есть встроенные concurrent примитивы, и сам язык Go, он нацелен на обработку как раз-таки на многопоточную обработку данных, да, вот в каком-либо сервисе, например. То есть там все заточено под то, чтобы как раз-таки обеспечить вот конкурентность, да, concurrency. Соответственно, я бы изучил бы понятие вообще, что такое concurrency, чем он отличается от параллелизма, да, изучил бы, что такое горутины, то есть, соответственно, чем горутины отличаются, например, от потоков операционной системы, как эти горутины, ну, идейно шедулятся, да, изучил бы, какие есть способы синхронизации между горутинами, это, понятно, всякие синк-пакеты, скажем, пакет Atomic, да, Wait error группы, да, вот как, например, в Java защелки называются, это мьютексы, это каналы, это селекты для работы с каналами, это, соответственно, пакет контекст, и также помимо этого я бы сюда бы засунул бы, соответственно,
memory model языка, то есть почитать, что такое memory model языка. Опять же, если у вас, например, нету знаний из других языков программирования, можно этого не делать, да, вот, соответственно, это такие вот, скажем так, полный набор, который вот покрывает вообще все знания по языку, да, скажем, если вы, например, не обладаете какими-то еще базой, чтобы понять, что такое memory model, вы можете в целом изучить примитивы, изучить, что такое горутины, какой-то код пописать, и в целом научиться на практике программировать, а потом уже теорию наверстать и, соответственно, немножко свое мировоззрение поменять в этом месте. Вот. И я бы еще изучил бы закон Амдала, потому что он очень помогает в многоблочном программировании думать и понимать, когда вообще его нужно применять. Почему именно столько много тем про многоточное программирование? Потому что сейчас в целом на любом собеседовании вас, конечно же, спросят про это. Да, потому что Go, как я уже сказал, именно нацелен на вот эту область. Хотя, опять же, конечно же, в реальном мире, в реальном коде очень редко встречается многоточное программирование на Go, да, то есть оно зачастую от рядового программиста просто скрыто, да, за какой-то инфровой историей, за инфраструктурой, да, когда, соответственно, не нужно вот нам об этом думать. То есть за нас кто-то написал, а мы просто пользуемся. Далее, ну, как раз таки memory model здесь вставил, да, соответственно, я бы изучил бы более продвинутые штучки, да, например, это, опять же, memory model, да, то, что такое happens before, что такое корректная, некорректная синхронизация, что такое барьеры, да, как это все работает, потому что, опять же, это очень большая тема, можно там отдельный курс про это делать. Но, тем не менее, если вы хотите разобраться хотя бы на базовом уровне, у вас должно быть понимание. Потому что часто на собеседовании могут спросить, что такое, там, чем отличается конкуренции от асинхронности, от параллелизма, например. Это очень частый вопрос. Далее я бы изучил очень такие базовые гошные темплейты, связанные с конкурентностью, да, то есть это темплейт-генератор для генерации значений в канал, template pipeline, чтобы, соответственно, пайплайновую обработку, например, заказов писать. Это template fan in, fan out, да, это когда вы, соответственно, берете и схлопываете один канал, в смысле, множество каналов в один канал и наоборот. Это паттерн worker pool, когда у вас много воркеров какие-то задачи выполняют. Это паттерн семафор, когда вы хотите ограничить количество, например, запросов на один endpoint. И паттерн single flight, тоже такой продвинутый, опять же, когда вы хотите, чтобы только один раз у вас был какой-то экшен совершен, при этом, соответственно, с результатом. Также здесь можно, например, добавить какой-нибудь, скажем, sync once, да, почитать, как он работает, например, да, понять его устройство и разобраться с ним, да, почему он именно так сделан, какие гарантии он предоставляет, опять же, используя вот формализм, который выше перечислен. Далее, соответственно, я бы посоветовал бы изучить область, связанную с рантаймом, а именно, что такое сборка мусора, garbage collector, как он работает, почему плохо выделяет, например, много маленьких объектов, как рантайм управляет памятью, то есть, потому что Go — это язык с автоматической сборкой мусора, то есть не нужно, как, например, в C++, думать о сборке этого мусора. Хотя, конечно же, нужно, но имеется в виду, что настраивать как раз-таки эту сборку мусора, да, там не очень много есть параметров, как это можно сделать. И, соответственно, вот как раз-таки я бы изучил, как можно настраивать garbage collector, в отличие, например, от других языков программирования, там не очень много настроек. И крайним блоком я бы изучил профилирование, то есть как профилировать приложение на Go, как делать как бы снапшот во время исполнения программы и понимать, например, какая функция исполняется, например, очень часто, да, или там, где можно, например, оптимизировать что-либо, да, опять же, по CPU, по памяти, по блокировочкам и так далее, потом, скажем, или GC-шник заоптимизировать. Это вот такой, знаете, фундамент. Вот, и, на мой взгляд, изучив все эти темы, в целом все, вы можете сказать, что вы знаете язык программирования Go. Вот если вы во всем этом разобрались, на мой взгляд, вы можете явно утверждать, что вы знаете его. Конечно, есть подводные камни в стандарте языка, конечно, есть всякие нововведения, которые добавляют с каждым годом, да, но вот это такая прям база, которая, на мой взгляд, позволит вам абсолютно любую задачу, абсолютно любой код на Go понять. Даже если он написан с другими какими-то библиотечками. Вы всегда сможете разобраться, вы всегда можете понять код, который написан в этой либе. Эта база вам дает просто вот, скажем так, вот есть такое выражение, что знание принципов освобождает знание фактов. Вот это ровно про это. Знание принципов вот этих вот всех, вы, зная их, освобождаете себя от знания локальных каких-то библиотек, и в целом у вас есть понимание, как любая либо работает, просто вы можете открыть, почитать ее код. Вот. Это что касается фундамента языка. Да, вот, что нужно для того, чтобы, соответственно,
на нем писать. Далее, следующий такой пункт я выделил, потому что, как я сказал, здесь хочется дать базу для устройства разработчикам на Go, а именно людей, у которых нет опыта программирования. Да, вот что стоит после того, как вы изучили язык на каком-то уровне, даже, опять же, не все эти темы, может быть, вы пройдете, какие-то темы, может быть, скипните, да, чтобы, ну, пропустите, да, имею в виду, что, чтобы, например, побыстрее перейти уже к практике. Такой именно практике имеется в виду enterprise, да, практики. Я бы посоветовал бы людям, у которых нет опыта, бы поизучать следующие темы. Во-первых, это базовые темы, связанные с архитектурой компьютера и операционных систем. Это очень большие темы, там можно часами общаться про то, что такое оперативная память, как она устроена на физическом уровне, что такое виртуальная память, что такое page-tables, как организована sparse page-table, как организована структура данных page-tables, как мапится виртуальная память в физическую, да. Рассказывать про то, как работает кэш, какие есть уровни кэша, какие есть политики замещения кэша в процессоре, да, как, например, вот абстракция операционной системы, да, как правильно процесс прибивать к ядру, какие есть ограничения, опять же, у операционной системы на стек процесса. Там, ну, и так, очень много нюансов и очень много тем, которые можно обсуждать, рассказывать, да, там, как стек раскручивается, что такое unwinder, да, вот это все дело, ну, опять же, кейс-инструкции на уровне процессора, там, SIMD-инструкции, например, да, очень известная сейчас тема и хайповая. Но, на мой взгляд, для программирования вот начинающим ребятам хватит вот 3 вещей, да. Это понимание, что такое память, вот буквально оперативная память на уровне физическом, то есть понять, что такое физическая память, да, как вот прям плашку памяти потрогать, да, что такое виртуальная память, да, почему мы абстрагируемся от оперативной памяти, наводим некоторую абстракцию, некоторый слой абстракции, как работают указатели, то есть понимание того, что такое указатель, ну, в целом, да, опять же, вот все вот эти темы, которые сверху, они, конечно, нам дадут такое понимание, но хочется, чтобы вы еще, конечно, это повторили, чтобы было, ну, условно, не какая-то абстракция в голове, да, а явное вот объективное понимание, как это работает. И также абстракция операционной системы, то есть я бы посмотрел бы, что такое процесс, поток, адресное пространство процесса, да, что такое системный вызов, вот такие вещи базовые, которые позволяют вам разбираться, что вообще происходит. Опять же, сюда бы я отнес бы, например, user space, kernel, kernel space. Вот. Соответственно, все вот эти темы я бы как раз-таки бы отнес таким, знаете, ну вот, базовым, да, то есть эти темы, они необходимы, чтобы понимать хотя бы немножко, что происходит, даже если вы не знаете, например, всего, да. Безусловно, есть огромное количество информации про все, что я перечислил. Опять же, в рамках одного видео все очень сложно уложить, но если вы, например, хотите что-то изучить, можете по ключевым словам просто погуглить и найти статьи, видео. Сейчас огромное количество ресурсов, Хабр, YouTube, различное количество метапа, бесплатная информация, то есть все это есть, количество докладов есть очень интересные, выложенные в открытый доступ, которые можно смотреть, изучать. Да, все это дело в открытом доступе есть, можно при желании загуглить и посмотреть. Вот, это что касается базы. Вот прям базы, касательно вот такого низкоуровневой истории. Далее идет тулчейн, да, что, опять же, тоже, кто не знаком, например, с программированием, полезно поизучать базу, а именно это система контрольной версии, а именно Git. Да, понятно, что в разных компаниях может быть немножко свои какие-то форки, но, опять же, Git является прям такой базой. И виртуализация, да, как правильно поднимать ваше приложение, опять же, в любой среде, да, используя, например, Docker, да, тут не нужно там, как в этом месте не нужно разбираться, что такое C-группы, namespace, как это все устроено и работает на уровне операционной системы, не нужно. Вот просто Docker, как там запустить базу данных в контейнере, да, как там поднять приложение в контейнере, вам этого хватит для практики за глаза. И я бы еще посоветовал бы изучить какие-то базовые структуры данных, потому что, опять же, вам это понадобится для собеседований, вам это понадобится в целом, как вот в рамках мышления, да, тут не нужно как бы изучать всякие там сжатия соцветий какие-нибудь, да, или боры и так далее, нет, ну, какие-нибудь простенькие структуры данных, чтобы просто как бы у вас была возможность на собеседовании, скажем, решить какую-нибудь простую задачу. Это вот стек, очередь, бинарный поиск, да, и очень часто, очень много задач есть на этот метод двух указателей, да, то есть тоже очень известный метод, куча статей по нему написано, да. Вот такие вот базовые структуры данных и алгоритмы, которые стоит изучить. Окей, далее мы переходим уже к третьему блоку, а именно к знаниям
для реализации проектов на Go. То есть первые две части, они были про то, как получить прям базу, да, база такая, что вот я могу открыть, скажем, IDE и написать программу, которая, например, ну вот многопоточно, например, обрабатывает какие-нибудь файлы, да, и что-нибудь с ними делает, ну, например. Но ясное дело, что по жизни пишутся все-таки приложения, связанные с сетью, да, и, конечно же, ну, в более серьезных проектах требуется использовать фреймворки. Фреймворк — это какая-нибудь библиотечка, которая за вас написана, в которой за вас написано уже много-много кода, который вы можете переиспользовать. Первым делом я бы изучил какой-нибудь REST фреймворк, да, опять же, что такое REST фреймворк? Ну, например, у вас есть приложение, которое общается по сети, и вы хотите как-то явно задать контракт их общения, использовать какой-нибудь протокол сетевой, скажем, HTTP. Да, соответственно, ну, протокол уровня приложения. Вот вы берете, изучаете фреймворк, чтобы взаимодействовать с приложениями. Да, то есть просто библиотека, которая, опять же, может быть такое, что через 5-10 лет появится другая библиотека, да, именно поэтому я называю вот это вот именно базовыми знаниями, а эти знания нужны вот вторые, которые для реализации проектов, именно вот условно сейчас, вот в данный момент, да, вот условно в этом году, например. Соответственно, далее я бы изучил бы протобафы, изучил бы, чем не устраивает людей REST фреймворки, то есть чем REST плох, там опять же есть проблемы с типизацией, есть проблемы с производительностью, да, то есть изучил бы, что такое, во-первых, сначала протобафы, то есть понял бы, что такое протобаф вообще, чем он отличается, например, от JSON, да, то есть опять же здесь вот в этом месте, вот в первом пункте, вы когда будете изучать, что такое REST фреймворк, да, вы столкнетесь с тем, как данные передаются, в каком формате эти данные передаются, то есть опять же есть там XML, JSON, да, SOAP какой-нибудь. И, соответственно, вам нужно будет потом понять и осознать, в чем протобаф лучше этих двух форматов. Почему именно gRPC, почему протобаф, да? Потому что в Go очень-очень это все продвинуто, востребовано. Почему так? Потому что основные контрибьюторы в Go были чуваки из Google, и там огромное количество гугловых библиотечек для работы с как раз-таки gRPC, да, вот с, например, гугловыми продуктами какими-нибудь, да, поэтому в этом месте стоит изучить, что такое протобаф, понять, что такое gRPC, да, оно построено поверх HTTP 2, чем оно лучше, чем обычный, например, REST-приложение, да, почему лучше его использовать. Потом я бы изучил, как правильно менеджить зависимости с протобафами. Опять же, есть разные способы, это либо дефолтный проток, либо используя буф, либо новое отечественное решение, называется оно EasyP. Да, это новый продукт, сделан нашими отечественниками, который, соответственно, позволяет чуть более удобно менеджить зависимости без VPN, то есть буф, к сожалению, он не всегда работает без VPN. Далее я бы изучил gRPC плагины, а именно, чтобы, соответственно, прям в API-контракте, например, писать какие-либо констрейнты на свое API, да, то есть это плагины валидации, это, соответственно, плагины, связанные с OpenAPI, да, то есть как генерить спеку. Это тут тоже не дописал, соответственно, gRPC Gateway, то есть как из gRPC сервера сделать ростовый сервис, да. То есть плагины, которые востребованы по жизни. Вот я их три написал: Gateway, Validation и OpenAPI. Далее я бы посоветовал бы изучить, как правильно логировать. На самом деле это очень такой востребованный навык, потому что не всегда люди умеют логирование нормальное. Да, то есть, например, логер ZAP я бы использовал, очень хороший, научился бы, скажем так, правильно логировать, прокидывать через контекст, например, какие-нибудь метки, да, или просто через логер прокидывать эти метки. То есть изучил бы эту библиотеку, чтобы в моем проекте был какой-нибудь хороший логер. Далее, следующее. Две темы — это работа с базой данных, то есть, ясное дело, что мы храним данные наших приложений не в оперативной памяти, а, соответственно, в базе данных. Да, здесь стоит изучить, соответственно, то, как правильно накатывать миграции на базу данных, а именно, например, фреймворк Goose позволяет это делать даже из кода на Go, то есть он на Go написан, можно прямо с кода на Go эти миграции делать. Также я бы изучил бы какой-нибудь клиент к базе данных, например, взял бы Postgres для примера и потрогал бы PGX. Да, PGX — это вот такой фреймворк к Postgres. Он полностью реализует протокол Postgres, и, соответственно, там можно что угодно на нем делать, связанное с Postgres.
Далее я бы изучил бы немножко бы библиотечки, связанные с Кафкой. Опять же, это не обязательно условие, потому что в разных местах, в разных компаниях, конечно, свои какие-то библиотеки, свое SDK, но тем не менее, просто бы хотя бы понял концепцию, что это такое, потому что часто это любят спрашивать. И в целом по жизни это как бы пригождается, хорошо бы понять, как это работает, но это уже более такое, знаете, отступление к курсу по системному дизайну, да, и вот по микросервисам, скажем так, какой-нибудь курс. Далее идет тема, связанная с аутентификацией и авторизацией, тоже я здесь ставил, просто чтобы как бы она была, потому что, ну, здесь хочется, чтобы были все знания для реализации проекта, вот вы сели и написали вот все, что здесь есть, вам пригождается. Такой тоже фундамент для реализации именно проектов. Далее очень большая тема связана с observability. Опять же, это логи, это метрики, это трейсы. Да, это, соответственно, тоже профилирование. То есть еще называют вот эту вот историю на английском Three Pillars of Observability. Да. И, значит, это очень большая тема, как правильно в вашем приложении менеджить, в вашем проекте менеджить логи, метрики, трейсы, как они друг с дружкой связываются, да, прокидываются, и в целом, как профилировать ваше приложение, тоже вот выше была тема с профилированием, тоже, то есть тут есть, опять же, continuous profiling, да, большая тема тоже, как он правильно настраивается в вашем приложении и так далее. Далее идет уже, знаете, более такая тема, связанная с непосредственно микросервисами, и вот это все, опять же, это оркестрация, да, я бы хотя бы чуть-чуть бы, да, опять же, если у вас нет цели прям все это изучать, а просто устроиться, скажем, на работу, да, я хотел бы потрогал бы, изучил бы, что такое кубер, понимание того, там, как писать какой-нибудь простой манифест, или вообще, что такое кубер, зачем он нужен, да, соответственно, бы в идеале поднял бы какой-нибудь мини-куб и потрогал его руками, да, вот это прям очень хорошо было бы. И в целом, далее уже здесь можно развивать, там тоже большой список можно здесь придумать, да, что нужно для реализации больших сервисов, да, какие-нибудь там саги рассказать, two-face коммиты и так далее. Но, опять же, вот база, она вот такая вот, то, что я здесь перечислил. Опять же, здесь, если, понятно, человек, например, не программировал, да, у него нет понимания, что такое база данных, то здесь, конечно же, стоит потрогать базу данных, понять, что это такое, поизучать, как она устроена, в частности, не база данных, а система управления базой данных, более грамотно называть, да, потому что база данных является, например, и табличка в Excel. Вот. Соответственно, это вот что касается реализации проектов на Go. Вот. Далее мы переходим к финальной части, а именно к практике. Да, что нужно на практике? То есть как на практике вот с этими знаниями, которые вы получили, уже получить, например, первую работу. Опять же, этот пункт практика можно проходить даже, вот, например, вместе с первым пунктом, со вторым пунктом, да, его не нужно брать последовательно. А именно это практика того, как, опять же, попасть, например, на работу горазработчиком. Первое, это, конечно же, абсолютно любыми способами пытаться попасть на собеседование. Опять же, здесь многие могут сразу там вспомнить, например, накрутку опыта. Вот. В этом месте нужно быть, конечно же, аккуратным, но, тем не менее, если, скажем, вы понимаете, что вы точно изучили все, что вот я выше рассказал, вы точно знаете, что вы уже имеете какую-то степень экспертности, да, то ничего плохого нет в том, чтобы попробовать каким-то образом попасть на собеседование. Важно, конечно же, в этом случае быть аккуратным, да, я бы рекомендовал все-таки попасть на, скажем, мок-собеседование, то есть попробовать сначала свои силы с мок-собеседующими, есть специальные сервисы, которые предоставляют вам возможность за небольшую плату пройти собеседование с, скажем так, таким не реальным собеседующим, а вот каким-то просто экспертом, который вас пособеседует. Вот. И далее, опять же, любыми способами попадать на собеседование, да, опять же, возможно, какие-то писать свои подпроекты, вот используя знания выше, писать какой-то подпроект, его выкладывать на GitHub, идти на собеседование и, соответственно, пытаться показать свою экспертность, свои знания, да, возможно, уже найти какую-нибудь сначала простую работу, на ней какой-то опыт получить и так далее. Да, то есть пытаться всеми силами применить эти знания на реальной практике, не на ваших подпроектах, а на реальной практике, то есть в каких-то компаниях. Очень важно, очень часто люди забывают, они идут на собеседование, их там в каких-то местах могут, например, завалить какими-то вопросами, да, и они не делают выводов, они не анализируют. Очень важно анализировать, что пошло не так, почему вот эта тема непонятна, что стоит немножко поресерчить там, ну, вот такие вещи, которые улучшаются через анализ. Важно понимать, что не всегда вопросы на собеседовании
они про то, что вы в реальной жизни будете делать. Наоборот, часто, например, на собеседованиях по Go любят спрашивать какую-нибудь, ну, я это называю обычно дичь, да, потому что, например, любят спрашивать что-то про реализацию рантайма Go, хотя с точки зрения языка на это гарантий никаких нет. То есть с точки зрения языка Go гарантий на такие вещи их в целом нету. То есть вас спрашивают вопрос, который по факту на него ответ, гарантии нет, извините, как бы нет смысла на это отвечать. Да, но тем не менее, к сожалению, если вы хотите получить какой-нибудь оффер, вам придется немножко разобраться в этих вещах, да, то есть походить на собеседование и послушать, что спрашивают. Да, опять же, есть множество групп, которые уже предоставляют там готовый список вопросов на разные собеседования, тоже можно ими воспользоваться. Опять же, это вот если вы хотите прямо на практике получить какую-нибудь работу. Далее, это, конечно же, мок собеседования, да, я уже упомянул, что есть много платформ, которые предоставляют возможность проходить собеседование без, вот, не в реальном каком-то компании, да, а вот с напарником, да, это бывает полезно, чтобы чуть более подробно пообщаться, ну, в такой спокойной обстановке, но все-таки я рекомендовал бы, конечно, ходить на реальное собеседование, потому что это прокачивает ваш скилл, как минимум, стрессоустойчивости. Вот, и третий пункт, он не такой, конечно, вот, честно говоря, не очень важный, да, но тем не менее он полезный. Он полезный, потому что он позволяет вам, во-первых, немножко по-другому посмотреть на в целом мир разработки. Это митапы и конференции, вы можете встречаться с вашими единомышленниками, заводить знакомства. Например, даже, скажем, частая история, когда прямо на конференциях хантят, да, то есть предлагают, например, пройти собеседование. Это тоже вполне возможно. Есть куча бесплатных конференций, бесплатных митапов, на которые можно прийти, послушать, какие-то знания получить. В частности, я вот недавно выступал, тоже в телеграм-канале есть пост про это, да, можете прочитать. Соответственно, это тоже в целом полезная история. Вот. На самом деле это все. То есть вот я считаю, что этот весь гайд при полном его прохождении, опять же, если человек каждый день вкладывается, если он реально хочет, например, стать разработчиком, да, несмотря на его уровень, то, на мой взгляд, используя все пункты из этого гайда, он сможет это сделать, да, соответственно, пройдя вот все, что здесь перечислено. Важно не сдаваться, да, важно пробовать, потому что, как я уже сказал, язык программирования — это всего лишь инструмент, да, опять же, очень рекомендую изучать, конечно же, базу, а именно изучать, опять же, устройство языков программирования, да, изучать, соответственно, то, почему языки сделаны именно так или иначе, да, почему в языке программирования именно такие конструкции, именно такие гарантии, изучать многопоточное программирование, изучать, соответственно, например, алгоритмы структуры данных, да, в частности, чтобы, например, даже как минимум на собеседовании не было никаких проблем, изучать, соответственно, например, различные глубокие, углубленные вещи языка. Да, конечно же, систем дизайн здесь это прям отдельная тема. Когда вы уже погрузитесь в язык, стоит уже приходить на этап с проектированием, то есть понимать, как строятся большие системы, большие платформы, да, микросервисы, опять же, балансеры, кэши, базы данных, брокеры сообщений и так далее. Да, как правильно проектировать API вашего приложения, чтобы оно было хорошим и, соответственно, user-friendly. Да, как версионировать ваше приложение. Это очень-очень большие темы, конечно же, и они уже потом, то есть это вот этот гайд, он больше про то, как стать разработчиком. Когда вы уже им стали, то там уже идет процесс чуть выше, чуть дальше, да, как уже развиваться, будучи разработчиком, и с каждым днем становиться все более хорошим разработчиком. Вот. Я думаю, что в дальнейшем, если понравится это видео, запишу еще один гайд, как развиваться, будучи разработчиком. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, каждый, кто посмотрел это видео, возьмет, применит это в своей жизни и станет разработчиком.